Всем приветики! Сегодня будет видео, которое очень давно просили снять, а я все не снимаю, да не снимаю. А именно о чем будет видео? Про мотоблоки. А именно о чем? О том, как регулировать регулятор дизельного мотоблока. И рассказывать, как его регулировать, я буду на примере двигателя 178F воздушного охлаждения. Чем хороший этот мотор 178 воздушник? Это тем, что все пружинки, все регулировочные болты у него вынесены на улицу. И можно легонечко менять настройки. Это мотор, это просто рай для желающих научиться регулировать регуляторы на дизеле. На моторах с водяным охлаждением, чтобы покрутить регулятор, нужно снять боковую крышечку и открутить тучу болтиков. А это очень неудобно. Если регулятор не отрегулирован, то двигатель или не заводится, или идет в разнос, или не хочет нормально работать. Так вот, для начала надо сказать, что все регулировочные болтики на двигателе с завода запломбированы, обтянуты проволочкой и пломбочка, чтобы обычный пользователь туда не лазил, потому что собьет регулировки и не будет знать потом, что сделать с этим двигателем. Лично на этом моторе, который я снимаю, уже все пломбы сорваны, уже деятели сюда лазили, пытались что-то там наладить, регулировали, но ничего, в общем-то, не нарегулировали. И если правильно, то без лишней надобности трогать эти регулировки не надо. Но видео сегодня как раз о том, как регулировать этот аппарат, как регулировать этот регулятор. Поэтому рассказываю, как делается, но заводить не буду, потому что будет сильно гудеть, все равно ничего не услышите и не поймете. Рассказываю. Если посмотрим на двигатель, то увидим, что сами грузики регулятора находятся внутри двигателя, и мы их не видим. А сверху у нас есть два регулировочных болта. Есть корректор топлива и две регулировочные пружинки. Про корректор видео у меня уже на канале было. Кому интересно, может пойти посмотреть, зачем он нужен и с чем его, скажем так, едят. И что это вообще за корректор. И есть две пружинки. Одна большая и одна маленькая. И нужно иметь желательно еще к этому всему тахометр, по которому и будете регулировать. Для тахометра нужно снять кожух. И на маховике можно уже тогда снять показания тахометром, то есть обороты двигателя можно увидеть. Так как мотор этот имеет 3600 оборотов, значит тахометр должен уметь показывать значение не меньше, чем 4000 оборотов. Итак, делаем первый шаг. Делается он не заводя мотора. Регулируется предварительное натяжение большой пружины. На планках, если хорошо посмотреть внимательно, за которой цепляется пружинка, есть отверстия, по которым она может переставляться. На верхней планке есть отверстия и на нижней планке есть отверстия. Переставляя по этим дырочкам, можно менять натяжение самой пружины. И первым делом предварительно ставим пружинку так, чтобы свободный ход нижней планки был не очень большой. Если не оставить этого свободного хода, вы мотор не заглушите. Не будет он глохнуть, когда вы отпускаете газ, а при большом холостом ходе, то есть люфте, вы тросиком, то есть газом, не сможете вытянуть 3600 оборотов, то есть двигатель не будет набирать обороты. Поэтому если после того, как заведете мотор, он не будет набирать 3600 оборотов, то пружиночку нужно немножко переставить и подтянуть. При оборотах 4000 подача в солярке должна прекращаться, то есть двигатель должен глохнуть. Ну, то есть он дальше не будет набирать оборотов, потому что происходит отсечка топлива. Этот эффект можно, допустим, наблюдать, когда вы с мотоблоком идете груженный с горы. И вот двигатель раскручивается, а потом вроде как заглох. Почему заглох? Потому что обороты превысили 4000, прекратилась подача солярки, и двигатель действительно не работает. Солярка не подается в цилиндр. И вы так накатом идете с горы, а вот двигатель как бы тормозит ваше движение. То есть торможение двигателем происходит. Ну и делается это для того, чтобы двигатель не пошел в разнос. То есть этой пружинкой вы предварительно регулируете величину поднятия нижней планки. А на самом деле вы регулируете зазор между грузиками и регулировочной тягой, которая находится внутри двигателя, которую вы не видите. Похожая пружина есть и на тяжелом мотоблоке, и выглядит она вот таким вот образом. Это одна и та же пружина. Так вот, уяснили, что этой пружинкой предварительно регулируем зазор в грузиках регулятора, то есть за счет подъема нижней планки. И сразу же регулируем этой пружиной величину натяжения при полном газе, так чтобы обеспечивались 3600 оборотов. После того, как отрегулировали большую пружину, переходим ко второй пружинке, к маленькой.
которая тоже имеет две планки, в которых тоже есть дырочки. Что это за пружинка маленькая? Эта пружина называется пружина холостого хода. Мы можем ее натягивать, а можем отпускать путем перестановки по дырочкам. То есть вы холостой ход делаете или меньше, или больше. Устойчивый такой себе холостой ход ищете. Если пружинку натянете, то больше солярки будет подаваться на низких оборотах. Холостой ход стабильнее и ниже. Отпустите пружинку, будет наоборот. Меньше топлива и выше будет устойчивый холостой ход. А на низком холостом ходу он уже будет глохнуть. Мотоблоки с этими моторами, как правило, имеют высокие холостые хода, отрегулированные из завода. Поэтому владельцы таких мотоблоков часто густо мудрят всякие ходоуменьшители. Потому что на высоких оборотах очень сложно, допустим, копать картошку или выполнять какие-то другие работы. Так вот, регулировкой этой маленькой пружины можно добиться стабильных, низких, холостых, устойчивых ходов. Ходоуменьшители тогда уже может вам и не понадобиться, потому что мотоблок будет иметь стабильные, холостые, низкие обороты. И будет нормально он тянуть на этих оборотах. И тогда уже ходоуменьшители можно выбросить. А чтобы уже совсем была стабильная тяга на низких оборотах, то нужно еще поменять момент впрыска. Но видео сегодня не об этом, это когда-нибудь потом. Эти двигателя, как я уже рассказывал в своих видео, они рассчитаны на работу с генератором. А там на генераторе нужны, конечно, высокие обороты. Поэтому эти моторы отрегулированы на работу на высоких оборотах. Поэтому на мотоблоке эти двигателя не имеют стабильных низких оборотов, потому что нет генератора. Но это дело поправимое и справляется за счет вот этой вот маленькой пружинки. Эта пружинка тянет рычаг регулятора в другую сторону, чем большая пружинка. Поэтому можете назвать эту маленькую пружинку корректирующей или компенсирующей или тонкой регулировкой. Кому как нравится, пусть так и называет, но смысл в том, что она регулирует холостой ход. Ну, уяснили это, идем дальше. По той причине, что большая и маленькая пружинка работают в паре, одна в одну сторону, а другая тянет в другую сторону, то когда вы добиваетесь хорошего холостого хода, стабильного, у вас собьется предварительная настройка большой пружины. И двигатель, возможно, перестанет набирать 3600 оборотов, или наоборот, обороты полезут у вас выше, чем 4000, то есть пойдет в разнос. Вам нужно будет еще раз поправить регулировку большой пружинки. После правки большой пружинки сбивается, соответственно, регулировка пружинки холостого хода, то есть маленькой. Опять нужно править натяжение маленькой пружинки и опять потом большой. И в общем таким образом за 3-4 раза вы находите такой диапазон натяжения обоих пружин, когда вас устраивает и тяга на холостом ходу, и величина больших оборотов. И тяга на больших оборотах. За несколько правок вы это положение обязательно найдете. После этого смотрите на тахометр, что он показывает, и видите, что мотор развивает больше, чем 3600 оборотов. Как правило, так оно и бывает. Берете тогда ограничительный винт, смотрите на тахометр и начинаете винт закручивать. Винт упирается в площадку верхнего рычага регулятора и не дает ему натягивать большую пружинку тросиком газа. И таким образом ограничиваете натяжение пружины до 3600 оборотов. И таким образом вы отрегулировали максимальные обороты, которые развивает двигатель. Если не получается натянуть 3600 оборотов, то нужно подтянуть тогда, как я уже сказал, большую пружинку. Переставить по дырочкам, чтобы было немножко больше натяжения. В последнюю очередь регулируется антидымный корректор, если он вам нужен. Если не нужен, то просто его отключаете. Регулируется он по желанию владельца. На каких оборотах владелец захочет иметь его эффект, на такие обороты он и будет его регулировать. Лично я думаю, что правильно будет поставить его на 3400 оборотов. То есть ставите по тахометру 3400 оборотов, или кто какие желает, и начинаете вкручивать корпус этого корректора. И вот как обороты начинают меняться, он упрется в планочку, обороты начнут падать, так и фиксируете этот корректор на месте. Контрагаете, вешаете пломбу, если хотите. Ну, а можете и не вешать эти пломбы, если двигатель ваш, то сами себе вы пломбы можете и не вешать. Вот и вся регулировка центробежного регулятора дизеля на этом двигателе. Она очень простая и несложная. И самое главное, она очень доступная, потому что легко добраться до всех регулировочных пружин и винтиков. По итогу можете иметь стабильные низкие холостые обороты и выбросить свои ходоуменьшители. И хорошие иметь высокие обороты и тягу на них. Если есть желание, то можете найти на маленькой пружинке
два таких положения, когда мотор будет хорошо работать на низких оборотах и тяга есть, но тогда он хуже работает на высоких, и наоборот. И по мере надобности переставлять эту пружинку по дырочкам в те положения, которые вам нужны сейчас для определенной работы. И не искать того универсального, скажем так, положения, когда он работает и на низких оборотах, и на высоких. Можно поступить и таким способом. Найти два положения и пользоваться одним положением и другим положением. Едете по трассе, поставили в одно положение, приехали на огород что-то делать, переставили в другое положение. В общем, этой маленькой пружинкой можно творить чудеса. Такие вот дела. Ну, а я снял для вас такое прекрасное видео. Кто его посмотрел, тот молодец. Будет совсем молодцом, если напишет комментарий обязательно или поставит лайк, а лучше и то, и то. А если еще подпишется, так будет вообще супер молодцом, если еще не подписан. Потому что тот, кто подписан, тот знает больше, чем тот, кто не подписан. И тот, кто подписан и понял, о чем видео, тот может свои ходоуменьшители подарить тому, кто не подписан, с широкой душой. Пусть тот играется. А правильный хозяин знает, как правильно поставить маленькую пружинку всего-навсего.